А вы знаете, что я люблю больше всего? Я люблю порассуждать, поговорить. Например, сегодня я хотел бы поговорить о сравнении узбекской и азербайджанской кухни. Обе мне родные, потому что я азербайджанец, который родился в Узбекистане. Так вот, по сути дела, корень у этих кухонь, вне всякого сомнения, один. Но народы давно живут на разных территориях, которые приносят разные продукты. Народы довольно давно оторвались друг от друга. Язык изменился, музыка немножко изменилась. Понимаете, характер какой-то общий остался. Что в менталитете, что в еде. Сегодня я приготовлю блюдо, которое не разъединяет две кухни, не противопоставляет их друг другу, а наоборот, объединяет. Это блюдо будет называться, вы ни за что не угадаете как, оно будет называться долма. Дело в том, что долму любят не только в Азербайджане, не только в Турции. Долму любят и готовят в том числе и в Узбекистане. Вы мне не верите? Не верите? Идемте, я вам книги покажу. Вот, наверное, главная узбекская книга по кулинарии. Это такое официальное издание. У каждой страны, у каждой нации должна быть такая книга, которая представляет официально кухню той или иной страны. Вот эта книга уже не первое издание выдерживает, у меня есть оба, но интересно мне эту книгу раскрыть на одной удивительной странице. Посмотрите, блюдо, которое называется дымляма. Я сейчас вам расскажу, в чем состоит суть этого блюда. Но сначала я перелистну страницу, чтобы показать вам вот какое блюдо. Каваток долма, что означает долма в виноградных листьях. Дело в том, что в Узбекистане готовят и карам долмасы, то есть долма в капустных листьях, и помидор долмасы, и болгарский перец долма. То есть примерно столько же разновидностей долмы, сколько и в Азербайджане. Прежде чем перейти ко второй книге, надо лук помешать. Лук надо пожарить аккуратно. Я обжариваю лук для начинки, для фарша. А теперь я хотел бы вам подробнее рассказать о блюде, которое в этой книге называется дымляма. Кто ее называет дымляма, кто дамляма, кто дымдама. Во всех регионах и разные народы, разные среднеазиатские национальности называют это блюдо по-разному, но оно популярно очень. Итак, домляма. Я придерживаюсь старых традиций приготовления домлямы. Для приготовления домлямы необходимо сначала обжарить мясо, обжарить лук, сделать какую-то зажарку. Но какая-то часть продуктов, не знаю, это могут быть картошка, помидоры, даже айва, готовится на пару, под закрытой крышкой, на даме, как говорят. То есть вы понимаете смысл этого слова, да? И именно поэтому данное блюдо называется дымляма, дамляма или как хотите называйте. Есть очень похожее, аналогичное блюдо и в азербайджанской кухне, которое называется буглама. Что-то готовится на пару. Если кто подписан на мой канал в Ютубе, можете там и посмотреть. Недавно показывал бугламу с бараниной. Но в бугламе основной, главный продукт, рыба или мясо, готовится на пару. А в узбекской кухне основной, главный продукт готовится внизу. Наверху готовится второстепенный продукт на даме. Уже много лет в нашей семье овощную долму готовят, сочетая приемы дымлямы и азербайджанской овощной долмы. Я такой рецепт в эту книгу тоже разместил. Здесь как раз такая долма, которую мы сегодня будем с вами готовить. Все, что можно нафаршировать, зафаршируем и приготовим в виде
узбекской домлямы. Но азербайджанскую долму я тоже готовлю слегка по-своему. Не всем нравится, когда я меняю рецепты. Послушайте, я хорошо знаю традиционные азербайджанские рецепты, но у меня есть свой вкус, у меня есть свой почерк. Например, я всегда добавляю куркуму прямо в лук. И другие специи я тоже добавляю прямо в лук. Например, черный перец. Немного черного перца я добавлю в этот фарш. Я добавлю немного молотого кориандра. Кашниш. Я добавлю немного молотой зиры. Вкусно мне так. И вот теперь в этот лук я закладываю фарш. Я закладываю фарш, который приготовлен из смеси бараньего и говяжьего мяса. Нам так вкусно. Не слишком жирно. Все-таки бараний фарш, если его делать чистым, получается достаточно жирным. А то блюдо, которое я сегодня задумал, должно быть очень комфортным. Едоки после этого блюда должны себя чувствовать легко, хорошо. Фарш я жарю почти что до готовности. Я не хочу, чтобы овощи, в которых он будет готовиться, раскисли, разварились. Я хочу, чтобы овощи сохранили свою форму. Тем более, что практически любые из этих овощей можно есть и сырыми. Пользы больше будет, витаминов больше сохранится. Но если мясо доводится почти что до готовности, разумеется, его сейчас и надо посолить. У меня был примерно килограмм мясного фарша, поэтому я беру столовую ложку соли без верха. Этого будет достаточно. А еще я хочу в фарш добавить зелень. Вкусно будет. Здесь у меня райхан, базилик, здесь у меня укроп, здесь кинза, здесь петрушка. Что Бог дал, все сюда положим. Вот столько. Хорошо. Сейчас этот фарш кажется сухим, но во время приготовления и мясо, и лук, и те овощи, в которые будет начинен фарш, начнут выделять соки. И эти соки надо сохранить внутри изделия, внутри долмы. В этом нам поможет рис. Я беру рис националь, рис для плова. А какой еще рис, если не рис для плова, готов питать так много соков, так много вкусов и аромата? Только прежде чем опускать рис в фарш, мы делаем с ним одну коротенькую процедуру. Мы отвариваем его буквально 2 минуты, для того, чтобы он раскрылся, для того, чтобы он стал готовым к восприятию тех соков, которые будут выделять окружающие его продукты. Удивительные преобразования сейчас случатся с рисом. Как только мы начнем его нагревать, как только он почувствует вокруг себя масло, он снова станет рассыпчатым. И чем лучше мы перемешаем фарш, чем лучше мы распределим рис между кусочков мяса, зелени, лука, приправ, тем вкуснее получится наша долма. Но знаете что? Я думаю, что фарш, в принципе, уже готов, и его можно убрать в сторонку, для того, чтобы он слегка остыл, для того, чтобы он принял ту же самую температуру, как и овощи, в которые мы его будем фаршировать, начинять. Смотрите, какой фарш. Да он уже на плов похож. И пахнет невероятно вкусно. По сути дела, то, что сейчас находится в этом казане, остатки этих продуктов, они рано или поздно в казан все равно попадут. Ну, я просто убираю бумагой, салфеткой. И этого достаточно. Все, можно продолжать приготовление. Но теперь мы будем делать
мясную зажарку, основу нашего соуса. Поэтому я снова наливаю в казан растительное масло. Пока масло нагревается, быстренько порежем мясо. Раз в фарше у меня и говядина, и баранина, то и мясо я взял тоже. И баранину, и говядину. К слову сказать, в Узбекистане, понятное дело, прямо праздничное, самое главное мясо – это баранина. Но узбеки также достаточно много едят именно говядины. Зачастую даже плов готовят с говядиной. Если у кого есть возможность добавить курдючное сало, добавят говядине курдючное сало. Но мы сегодня с вами готовим на растительном масле, поэтому вот здесь есть какой-то жирок бараний, которого вполне достаточно для того, чтобы блюдо получилось вкусным и ароматным. Говядина сильно ужаривается, поэтому я режу ее достаточно крупными кусками, чтобы гости не сказали потом: смотри, как приготовил, мясо совсем мелко порезал. А вот баранину можно резать и помельче. Тем более, что здесь есть какие-то части, которые выглядят вот так, да? Но ничего плохого в них нет. В этом блюде мясо будет и жариться, и тушиться, и даже вот такие пленки разбухнут, станут мягкими и еще выделят желатин в соус. То, из-за чего губы слипаться начинают. Но если бы я готовил из одной баранины, может быть, я бы взял, знаете, какие части? Я бы взял шею. Я бы взял голяшки. Вот самая нижняя часть бараньих ножек. Может быть, я бы взял ребрышки, грудинку. Словом, то, что можно пожарить, а потом довольно долго готовить, без потери консистенции. Будьте внимательны, если внутри мяса вы обнаружите какие-то вот лимфоузлы, то лучше их, конечно, убрать. Лучше вырезать. Удобнее всего это делать тогда, когда разделываешь мясо. Я начинаю жарить именно с баранины. Если бы я готовил на живом огне, то огонь под казаном сейчас нужно было бы сделать самым сильным. Положить щепки, как для самовара, под казан. Они дадут резкий, сильный, очень хороший жар, так, чтобы мясо, когда жарилось, чтобы аж звенело. Видите, от масла дымок пошел. Вот и хорошо. Вот сейчас казан нагрет так, как надо. Перемешиваем так, чтобы каждому кусочку достался хороший жар, чтобы каждый кусочек зарумянился, стал золотисто-красного цвета. Я бы хотел пояснить еще раз моим дорогим зрителям из Азербайджана, почему я так часто говорю об узбекской кухне, о кухне других народов. Но дело в том, что в Азербайджане все любят готовить, все умеют готовить. В любую семью, какую ни зайди, так готовят, так вкусно. Чему я могу их научить? Ничему. Поэтому для того, чтобы разнообразить ваше меню, для того, чтобы сделать вашу жизнь еще слаще, еще вкуснее, я буду рассказывать вам о кухнях разных народов, братских для Азербайджана, о тех кухнях, которые могут обогатить азербайджанскую кухню. Посмотрите, сколько лука я закладываю. Пусть вас не удивляет это. Это тоже характерный прием для узбекской кухни. Очень много лука, но у нас, надо сказать, и мясо тоже порядком. У нас мясо вот здесь, еще здесь у нас килограмм. То есть примерно 2,5 килограмма мяса на один казан. Я сбавляю огонь. А те, кто будут готовить на живом огне, на даче, либо в селе, в районе, казан вынесут во двор, поставят на камни или на кирпичи, разведут огонь, будут готовить. Мужчины будут готовить. Честное слово, вот эти все блюда будут готовить именно мужчины. Потому что казанная еда
это чисто мужское дело. Потому что там надо дрова колоть, там надо огонь поддерживать. Возле казана стоять, мешать вот так. Что думаете, легко что ли? Вы попробуйте. Какое это удовольствие. Какое это наслаждение. Готовить для своей семьи, для своих родных, для своих друзей. Готовить так, чтобы они потом пальчики облизывали. Это на первых минутах мы жарили так, что аж звенело все, аж свистело все. А теперь спокойнее, спокойнее и еще спокойнее. Пора говядину закладывать. Вот она. Я говядину закладываю после лука для того, чтобы она больше соков в себе оставила. Чтобы не получилось слишком сухой. Баранина сухой не получится никогда так. А вот говядина, с ней всякое может случиться. Поэтому говядину сейчас. Смотрите, что умеет узбекский казан. Вы думаете, он случайно вот такой формы, да, шарообразный? Ничего подобного, не случайно. Дно горячее сейчас, да? Видите, дно очень горячее, там все жарится, тушится. Огонь облизывает стенки казана, и они тоже горячие. И на эти стенки казана, вот как хлеб прилепляет в тандыре, точно так же можно мясо приклеить. Смотрите. Вот здесь пускай стоит и жарится. Смотрите, как получилось. Красиво, интересно. Вот. А вот здесь лук с мясом можно помешать. Я бы мясо даже уже посолил. Ну, смотрите, там же мясо, которое с луком перемешано, оно уже обжарено. Когда его еще солить? Сейчас посолим. Давайте возьмем примерно ложку соли. Давайте его и приправим. Возьмем ложку черного перца. Пол-ложки хватит. Дети придут, внуки придут, все будут кушать. Давайте возьмем красный перец, сладкий. Бывает красный перец очень горький. Конечно, такой брать не надо. Сладкий, вкусный перчик. А вот посмотрите, посмотрите. Вот это я вам хотел показать. Мясо поджарилось, подрумянилось, вот оно. И вот когда подрумянится, когда подсохнет, тогда и отпадает. Его даже беспокоиться за него не надо, оно не пережарится никак. Оно само упадет туда, внутрь казана, тогда, когда надо. Так, красный перец мы сыпали, давайте побольше его насыпем. Пусть соус получится такой красный, яркий. Немножко куркумы. Да, там в фарше была сарыкёк, тоже насыпем. Хорошо, теперь перемешаем. Лука много положили, и блюдо получится достаточно сладким. Чтобы оно было аппетитным, надо создать баланс. Противоположность сладкому – это кислое. Необходимо добавить что-то кислое. Можно добавить помидоры, свежие помидоры. Можно добавить и томатную пасту. Вот я беру томатную пасту, буквально 1 ложку. Сейчас очень удачный момент. Сейчас в казане все еще жарится, да? Поэтому томатная паста у нас тоже обжарится и будет иметь хороший вкус. Необжаренную томатную пасту в горячих блюдах я не использую. Мне не нравится вкус сырой томатной пасты. А если пасту не обжарить, она вкус не изменит. Хоть 2 часа ее готовь, останется тот же самый вкус. Поэтому вот сейчас обжарим. Сейчас размешаем. Пусть запах, пусть вкус томатной пасты изменится. Мы как раз с вами успеем порезать морковь. Тем более, что морковь для этого блюда можно резать не так мелко, как на плов, а крупно, по-мужски. Какой-то тоненький получился, сам съем. А в Азербайджане морковь еще вкуснее. Наверное, поэтому ее так едят, а в блюдо не кладут. Надо класть в горячее блюдо морковь. В моркови есть витамин D, очень полезно для ребят, для молодежи. Ну что, опускаем? Опускаем.
я хочу обратить ваше внимание. Видите, что дно казана, что стенки казана покрыты сейчас налетом. Вот это вот практически сушеный мясной сок. То, что сейчас на стенках казана. Аж покраснело от температуры. Поэтому сейчас я налью воду и просто-напросто постараюсь растворить вот этот вкус, который прикипел к стенкам казана. Этот вкус украсит все блюдо. Во французской кухне, когда готовят, такие моменты могут вино налить. Красное вино, белое вино. Вот так и называют соус красное вино, соус белое вино. Могут молоко налить. Видите, все, казан практически чистым стал. Сбавляем температуру, доливаем еще немного воды и пусть томится. Вы не подумайте, что я так много воды залил сюда, что мы суп готовим. Нет, это следует отнести ко вторым блюдам. Но сюда еще так много продуктов пойдет, что этот суп превратится именно во второе, горячее, основное блюдо. А добавлять мы сюда будем продукты, которые любят в очень многих странах. Вот взять, например, горох нут. Его так любят в Турции, что в европейских языках, например, в английском, его так и называют турецкий горох. Но когда иранцы слышат турецкий горох, обижаются, говорят, почему турецкий? Наш горох. И арабы любят его, говорят хумус, и азербайджанцы любят его, говорят нохат. И в Узбекистане его тоже очень любят. Но горох, прежде чем готовить, хорошо бы замочить. И хорошо бы рассчитать, сколько времени он будет готовиться. Разный горох готовится по-разному. Один горох готовится 2 часа, другой готовится 4-5 часов. Я вот этот горох нут националь с вечера замочил и отварил примерно час-полтора. Так, чтобы за тот час или полтора, что он будет готовиться здесь, в казане, он успел приготовиться как раз вместе с остальными продуктами, которые выглядят, между прочим, не менее интересно. Вот засыпем его более-менее равномерно, чтобы уже не перемешивать. Да? Теперь в наш казан надо добавить что-то очень вкусное, что-то очень ароматное. Я бы добавил перцы острые, стручковые, но эти перцы молодые. Их надо добавить попозже, иначе они разварятся. А вот чеснок, хороший, зрелый чеснок, посмотрите, какой чеснок, я добавлю прямо сейчас. В думляму сейчас традиционно добавляют картошку, но картошка у меня молоденькая, азербайджанская, смотрите какая, каждая как куриное яичко. Она же очень быстро приготовится, она минут за 20 приготовится, мы ее потом добавим. А раньше, когда в Средней Азии еще не было картошки, очень много использовали в аналогичных блюдах либо айву, либо репу. Репу я хочу добавить не только для того, чтобы было что поесть, а для того, чтобы обед вкусным получился. Давайте нарежем репу аккуратненькими кусочками. Крупную разрежу на 6 частей, а небольшую на 4 части. Каждому едаку по 2 кусочка репы. Пусть в казане тушится, томится. Если живой огонь, в такой момент хорошо одни угольки оставить. Пусть все спокойно происходит, потому что нам время надо. Нам надо время для того, чтобы приготовить долму. Начинить перцы, например, начинить помидоры, начинить баклажаны, в капустные листья тоже завернуть фарш.
Сейчас в Азербайджане, в основном какую долму готовят? Либо в виноградных листьях, либо калям долмасы в капустных листьях, в перце. Перцы, помидоры, все это относительно новые для нашего региона овощи. А первая долма готовилась, не поверите в чем, первая долма готовилась в огурцах. А еще была луковая долма, кое-где до сих пор сохранилась. Так и говорят саган долмасы. Мне удивительно то, что эта саган долмасы сохранилась не только в Азербайджане. Я не знаю, готовят ли ее в Турции, но она сохранилась до сих пор в Сербии, где ее так и называют, говорят, саган долма. Очень вкусное блюдо. Мы с вами как-нибудь приготовим его. Обязательно. Прежде чем фаршировать, в каждый овощ я добавляю понемногу соли. Фарш нормальный, фарш соленый. А вот сам перец тоже должен быть соленый, понимаете? И накладываем. Фарша мало осталось. Один листик капустный. Лист большой, а фарша мало. Ну и что? Все равно будет вкусно. Один раз в Азербайджане проводился фестиваль долмы, праздник долмы. Все районы, многие соседние, братские государства прислали свои делегации. А меня позвали, что-то в качестве члена жюри. И мне пришлось съесть всю долму, которую приготовили, 38 районов. Я долго потом долму не мог кушать. Но хочу сказать, что одна женщина из Шимахи приготовила вот такую калям долмасы. Маленькую такую, аккуратненькую, красивую. И она ее посыпала сахаром. Вот я это рассказываю для тех, кто, может быть, еще пока не был в Азербайджане и только мечтает посетить эту страну. Поезжайте. Вот если вас там не удивят едой, то тогда я удивлюсь. Потому что вот та калям, капустная долма, посыпанная сахаром, лично меня удивила очень. Это было на самом деле очень вкусно. У нас сегодня долма сахаром не посыпанная. У нас сегодня просто долма и долма. Да? Вкусная долма, надеюсь. Зато я ее посыплю, обильно посыплю зеленью. Люди обычно сверху посыпают зеленью для красоты. А я посыплю зеленью вот сюда, прямо на соус, для того, чтобы еда запахла солнцем, витаминами, здоровьем, горами, полями. Вот теперь вот сюда, поверх зелени, всю картошечку, молоденькую азербайджанскую картошечку раскладываем. Картошка, видите, как она одним боком соприкасается с соусом, а другим боком соприкасаться с соусом не будет. Сейчас для приготовления долмы я боковой нагрев чуть-чуть увеличу. 114-115. А низ, наоборот, убавлю, чтобы там ничего не пригорело. И какую долму я положу сбоку, близко к стенкам? Той, которой нужно больше тепла. Вот только картошечку посолить не забыть. А больше всего тепла понадобится капустной долме. И вот это вот хвостик ее, язычок, который заворачивали, вниз и к стеночке. Пусть она здесь даже чуть-чуть прижарится. Знаете, некоторые голубцы готовят, русские люди называют это голубцы, их слегка прижаривают. Голубцы, кюфта, фактически вот то, что мы называем долмой, являются очень модными
шведскими блюдами. Вот тефтели. Кто в Икею магазин заходил, шведский магазин, да, там обязательно продаются вот эти шведские тефтельки. Король Швеции Карл XII. Зачем ему надо было поехать на Украину, в Полтаву, чтобы там воевать с Петром Первым, а? Кто его просил? Все потерял, армию потерял. Сам еле-еле спасся, побежал в сторону Молдавии. Там в то время турки управляли. И турки ему сказали: слышь, Карл, ты, наверное, устал очень. Можешь здесь отдохнуть у нас пока. Будешь нашим гостем. И Карл XII гостил у турков вместе со своей свитой 3 года. Вот это все ел. Ему все это так нравилось. Полюбил. Приехал в Швецию. Говорит: мне вот так готовьте. Теперь это шведская национальная еда. Вот она. Вот оно место для помидорок. Помидорки на пару будут готовиться. Не надо их слишком сильно готовить. Они же очень нежные. Очень нежные, быстро приготовятся. Вот здесь пускай стоят. Если еда для мужчин готовится, в еде что-то острое тоже должно быть. Если заложить в казан перцы целиком, не разрезая, не раскрывая, блюдо не получится острым. Вот этот вот хороший запах перца разойдется по всему казану. Но не острота. Острота достанется тому, кто возьмет этот перец, оторвет, выдавит оттуда эту мякоть к себе на тарелку и получит то блюдо, от которого кровь играть начинает. А остальные, кто не хотят, пожалуйста, пусть не трогают этот перец, и блюдо будет очень комфортным, очень вкусным, очень хорошим. Мы сейчас накрываем казан. Кипение в казане очень сильно увеличится. Здесь все заполнится паром. Пар очень хорошо передает тепло. Гораздо лучше, чем просто горячий воздух. И все будет готово минут за 20-25. И картошка поспеет, и все овощи поспеют. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар.
Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Вот еще что есть удивительного в Узбекистане. Лепешки, тандырные лепешки. Вот это самаркандское, очень тяжелое, очень плотное тесто. Пузырьки внутри этого теста маленькие-маленькие. Лепешка хранится очень долго. Ее, если ломать, либо резать небольшими кусками, потому что даже вот такой кусочек один человек за весь обед не съест. Вот это ферганское, так называемое патырнон. А вот эта вот удивительная лепешка, токинон называется. Ее можно приготовить в том числе и в казане. В обычном узбекском казане. Либо на саджи можно приготовить. Лепешка в тесто, в которой добавляется довольно много масла. Но самаркандцы считают, что у них самое лучшее. Ташкентцы считают, что у них самое лучшее. Ферганцы считают, что у них самое лучшее. Но в целом искусство выпечки хлеба в тандырах в Узбекистане, в Таджикистане целиком и полностью доказывает тот факт, что тандыр распространился по всему миру и в том числе попал на Кавказ именно из Средней Азии. А у нас, пока мы с вами так сладко разговаривали, долма приготовилась. Я для начала хочу убрать перец, чтобы во время перемешивания, раскладывания случайно не открылся и не поломался. Тем более, что перец будет венчать всю конструкцию. Мы же будем выкладывать на блюдо, на большое, красивое узбекское гончарное блюдо мы будем выкладывать. Красный перчик. Уф-уф-уф. О, баклажан. В принципе, если бы мы начиняли сырым фаршем, то готовить надо было бы хотя бы минут 45 для того, чтобы фарш успел приготовиться. Но то, что мы начинили наши овощи фаршем готовым, позволило готовить овощи всего 20-25 минут. И поэтому овощи сохранили свою форму, сохранили свой цвет, не расплылись, сохранили консистенцию. Это очень важно, потому что хорошая еда должна быть не только вкусной, она же должна еще и выглядеть красиво. Понимаете? Чеснок прямо целиком тоже сверху поставим, сверху вместе с перцами. Зубчик открываешь, выдавливаешь его, как шоколад выходит оттуда. И он такой вкусный. Невероятно. Ну и, наконец, лук. Луковая долма. Саган долма. Вот она. Это все можно теперь перемешать и раскладывать на блюдо. Смотрите, как мясо приготовилось. Картошечку, мясо, все поближе к краям. Ох, хорошо. Ой, хорошо. Ну и раскладываем долму. Сначала голубцы. Знаете что, вот сюда, вовнутрь этой красоты еще очень много соуса поместится. И соуса у меня много. И я знаю, что этот соус потом люди еще просить будут.
Поэтому доложим немножко. Посмотрите, какой цвет. Красота! Понимаете, у каждого мужчины должен быть кинжал, да? И на каждом мужском блюде обязательно должен быть перец. Хоть один. Ну и на самый верх. То, с чего начиналась наша тюркская, азербайджанская долма. Для украшения немного свежей зелени. Дорогие друзья, вы знаете, что такое счастье? Ведь счастье у каждого человека свое. Вот у меня, кулинара Сталика Ханкишиева, сегодня очень счастливый день. Потому что я в одном блюде соединил две родные мне кухни. Узбекскую и азербайджанскую. Сегодня я счастлив потому, что вроде бы, как мне кажется, я хорошо сделал свою работу. Я и вам желаю такого же счастья, профессионального, человеческого. Пусть ваша семья, пусть ваши гости с нетерпением ждут, когда вы в следующий раз приготовите им думляму долму. Приятного аппетита!